Дорогие друзья и гости канала, рада вас приветствовать здесь, у меня на канале. С вами Людмила. И сегодня я хочу по вашим многочисленным просьбам связать вместе с вами вот такие босоножки. Такая простая модель, но очень красивая. Все материалы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. И в качестве благодарности хотелось бы от вас получить лайк, подписку и пару слов в комментариях. Я думаю, что это займет всего 1-2 минутки. Ну а мы приступим. Босоножки довольно просто вяжутся. Мы сейчас весь процесс вместе с вами пройдем. Думаю, что в этой модели основную, конечно, роль сыграет сама подошва. Я подобрала вот такую подошву на каблучке с платформочкой. Не могу сказать даже, какое название у этой подошвы, просто выбирала по фотографиям. Подошву нужно обвязать, вот так прокалываю отверстия по всей окружности подошвы, наметила точками на расстоянии полсантиметра друг от друга, и все эти отверстия пробиваю. Подошва не для вязаной обуви, для обычной, поэтому пробивается не очень просто, но достаточно это сделать можно. Вот так делаем отверстия по всем намеченным точкам. И затем по этим отверстиям обвязываем подошву. В каждое отверстие провязываю 2 столбика без накида по всей окружности. Для обвязки можно взять капроновую нить, можно взять хлопчатобумажную нить. У меня нить катоновая, поэтому я буду обвязывать подошву той же самой нитью, которой буду вязать само изделие. Первое отверстие провязываю 1 столбик без накида, и дальше в каждое отверстие по 2 столбика без накида. Таким образом я дойду до конца ряда, и потом вот это первое отверстие, где у меня был 1 столбик без накида, я довяжу 2 столбик без накида и закончу ряд соединительным столбиком. То есть все довольно просто. Так обвязываем всю подошву. Подошва очень плотная, и отверстие я прокалывала большим шилом широким. Ну и теперь взяла крючок 2,5 миллиметра, и очень хорошо в эти отверстия проходит. Так что нормально, вы посмотрите просто, чтобы крючок, диаметр шила, он был чуть больше диаметра крючка, чтобы крючок вместе с нитью хорошо туда входил, чтобы вы не сломали крючок. В конце ряда последний столбик без накида туда, где у нас был первый столбик, в то же отверстие, и потом соединительный столбик. Заканчиваем ряд, и нить можно обрезать. Подошва готова. Теперь точно таким образом готовим стельку. Пробиваем отверстие на расстоянии полсантиметра и обвязываем ее также точно по 2 столбика без накида. И вот когда у нас уже стелька будет подготовлена,
то мы их должны связать вместе, подошву и стельку. Вот по обвязке как раз в каждую петелечку будем обвязывать петелечка с подошвы, петелечка со стельки, и связываем их вместе. Материал стельки выбираете сами, можно взять готовые стельки, можно сделать из кожи, тканевые стельки, то есть какие вы хотите под босоножки себе сделать, вы их просто сделаете сами, либо возьмете готовые. Вот так в каждую петелечку по всей окружности обвязываем, и мы соединяем стельку вместе с подошвой. Все, наша основа под босоножки готова. И теперь мы можем уже вязать изделие, верхнюю часть. Так как это босоножки, конечно, важно, чтобы вот эта часть, сама стелечка, все было очень аккуратно сделано, потому что все будет открыто в босоножках. Теперь по пряже. Фило Дискозия, это у меня итальянская пряжа. 100 грамм, 272 метра, стопроцентный катон. Одна из моих самых любимых вариантов пряжи. Вообще очень хороша в вязании и очень отлично носится. Размечаю начало вязания вот здесь. Носок нашего босоножки, чтобы ровненько был, и находим вот такую вот петельку, с которой мы начинаем вязать с одной и с другой стороны. Вот это у нас будет первый ряд. Мы начнем отсюда вывязывать цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель, оно индивидуально очень. Смотрите по тому объему, который вам нужен для того, чтобы проходили пальчики. Я набираю 24 воздушных петли. У меня размер, я вяжу 36, ножка худенькая, маленькая. Пальчики маленькие, так что мне этого будет достаточно. Хорошо, если вы будете примерять, потому что всегда в таких изделиях лучше примерить, проходят ли пальчики, не туго ли, не свободно ли, потому что босоножки, они должны держать форму. Набрали необходимое количество воздушных петель, и теперь с другой стороны привязываем эту цепочку к обвязке подошвы со стелькой. Еще провязываем соединительный столбик, разворачиваем вязание. Дальше разворачиваем вязание и вяжем в каждую петелечку столбик без накида, в каждую петельку.
Доходим до конца ряда, присоединяемся к подошве и еще один столбик без накида. Вязание поворачиваем. Вот на этом этапе лучше всего примерить, уже проходят ли пальчики. Если нет, то можно перевязать. Тут в принципе 2 рядочка. И вяжем дальше то же самое. Вяжем столбики без накида туда-обратно. Таким образом я провяжу 12 рядов. 6 рядов лицевых будет и 6 изнаночных. Вот заканчиваю 12 ряд, провязываю 2 соединительных столбика и вяжу снова цепочку из воздушных петель. Это будет уже вторая у нас шлевочка на босоножке, и здесь нужно набрать будет больше воздушных петель. Надо замерять подъем на величину подъема. Если подъем невысокий, это одно количество, повыше, в общем, обязательно надо примерить на ножку. Это будет полоса идти вот сюда наискось, поэтому вот сюда замеряйте просто, как или объем ножки здесь вот примерить, или же на саму ножку примерить. Достаточное количество воздушных петель, и затем мы уже будем привязывать вот эту вот цепочку вот сюда на бок. Привязываемся, столбик без накида вяжем, и затем еще соединительный столбик. И в изнаночном ряду разворачиваемся и будем вязать опять же столбиками без накида несколько рядов подряд. И здесь я свяжу, шлевка будет потоньше, чем первая. Здесь я провяжу всего 6 рядов. Этого будет достаточно. Вот закончили вторую полосу. Нить можно обрезать, и вот у нас перед готов, низ. А теперь будем обвязывать верхнюю часть переда. Привязываемся вот здесь, где у нас начинается каблучок, вот в этом месте, и начинаем набирать цепочку из воздушных петель. Эту цепочку мы будем крепить вот сюда, полоска будет отсюда идти.
И для того, чтобы нам угадать с объемом, нам нужно замерить ножку обязательно. И цепочка должна быть длиной, ну, как вот эта вот часть ноги. Вот тут, где мы на сгибе, в общем-то, стопы, вот тут на подъеме, на самом высоком месте, замеряем объем и делаем вот такой длины цепочку. Крепим цепочку с другой стороны стопы, тут же вот где начинается каблучок. И вяжем тоже столбиками без накида, поворотными рядами. Здесь уже мы вяжем 8 рядов, ширина 8 рядов. Сначала провязываем 7 рядов, потом привязываем заднюю шлевку. Я сейчас покажу как. И затем заканчиваем уже этот 8 ряд. Вяжем 7 рядов этой полосы столбиками без накида. В конце и в начале, в конце каждого ряда соединительный столбик, и разворачиваемся, вяжем таким образом 7 рядов. Обязательно примеряем на ножку, чтобы она тут проходила нормально. И вот теперь привязываться будем уже еще заднюю на пяточку полоску. Вот здесь отступаем 6 петелек и в 6-ю петлю начинаем вязать цепочку из воздушных петель вокруг пяточки. Длина ее должна огибать пяточку и заходить вот сюда на эту полосу, потому что там у нас будет застежка. Вот такой примерно длины нужно сделать цепочку. Дальше вяжем 6 рядов этой полосы. Привязываемся к передней части 2 соединительными столбиками и потом провязываем вот таким образом туда-обратно 6 рядов. Всю эту полосу мы провязали.
достаточной длины и ширины. Теперь идем по передней части и доходим вот до этой стороны, где у нас тут будет встречная для застежки шлевочка небольшая, тоже на высоте 6 петель от низа. А здесь отсчитываем 6 петель от низа и плюс 6 петель, которые мы вяжем 6 рядов. И затем начинаем вязать воздушные петли. Здесь достаточно будет провязать цепочку из 7-8 воздушных петель. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы прикрепить сюда застежку. И вяжем также 6 рядов вот эту небольшую такую шлевочку. Вот таким образом будет крепиться застежка, и она будет одна на другую находить. Провязываем здесь 6 рядков, присоединяемся вот к этой полосе и потом заканчиваем ряд вот здесь в конце. И все, нить обрезаем. Теперь осталось придать красоты. Вот я беру такую золотистую нить, белая с золотом, такая очень красивая, и сейчас сделаю обвязку. Обвязку буду делать полустолбиками с накидом снизу на крючок. Вот так крючком нить поддеваю снизу, делаю накид и потом провязываю полустолбик. Снизу делаю на крючок накид и провязываю полустолбик. Такая обвязка будет смотреться очень хорошо. Я пробовала провязать рачьим шагом. Нет, некрасиво. Вот именно для такой модельки, чтобы нежная была обвязка, вот это самый такой подходящий вариант. Смотрится нежно и симпатично. Обвязываем каждую шлевочку с обоих сторон. Ну вот наши босоножки и готовы. Осталось прикрепить только застежку. Я это сделаю, а так моделька уже полностью готова. Смотрите, можно ее сделать на черной подошве, сделать белую, например, вверх и обвязать потом черным будет, я думаю, очень красиво. Можно сделать на белой, черной нитью сделать босоножки, белую сделать обвязку. В общем, вариантов море, какие хотите. Вот, друзья, если это видео вам понравилось, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал и обязательно напишите пару слов в комментариях. Ровных вам петелек и до новых встреч!